Пустыня. Ничего не требует, ничего не дает и ничего не обещает. Много песка, еще больше солнца. Оно испепеляет, лишает последних сил, выжигает все живое вокруг. Здесь жили люди. Сегодня многочисленные туристы, приезжая сюда, попадают в арабскую сказку. Дворцы, небоскребы, живые цветы и счастливые улыбки. Люди, живущие здесь все вместе, воплотили в жизнь самые смелые мечты своих далеких предков. Вокруг них цветущий оазис, который можно потрогать рукой. В нем можно жить, радоваться, растить счастливых детей и не бояться за их будущее и за будущее своей страны. Они сделали сказку явью. Ко всему этому их привел он, сказочник, добрый волшебник. Ничего сказочного, просто рай на земле, который он, земной человек, захотел построить. Он был одним из них, самым добрым, самым справедливым, самым великим. Он увлек их за собой, и они ему поверили. И у них получилось. Народ Эмиратов имеет полное право гордиться своей страной. Каждый из них – часть этой страны. Да, действительно, у нас самые высокие и красивые башни в мире. Этим тоже можно гордиться. Но главное – это человеческое отношение. Мы готовы протянуть руку помощи каждому, и эту руку с благодарностью пожмут. Всего этого бы не было без шейха и его братьев. Он и его братья несли добро в этот мир. И люди это видели, и благодарны ему за это. Они благодарны ему, они молятся за него, а он любит их и гордится ими. И он никогда не оставит их, да будет его имя прославлено в веках. Тот, кто творит добро и при этом является верующим, будь то мужчина или женщина, тому, вне всяких сомнений, мы предоставим прекрасную жизнь. И непременно воздадим этим людям лучшее, чем то, что они совершали. Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби – одна из 6 самых больших мечетей в мире. По углам мечети – минареты, высотой в 107 метров. 82 купола из белого мрамора. Самый большой в мире ковер – 5627 квадратных метров. Над ним трудились 1200 ткачей. Люстры сусального золота украшены кристаллами Сваровски. Самая большая из них весом около 12 тонн. Мечеть способна одновременно вместить 40 тысяч верующих. Главный молитвенный зал на 7 тысяч человек. Рядом 2 комнаты для женщин, по 1500 в каждой. Мечеть открыта для всех. Для мусульман и иудеев, православных и католиков. Атеистов тоже пускают на экскурсии. Вход бесплатный. Так хотел он. Есть притча о шейхе. Когда он был в Европе, мусульмане приходили к нему, и он каждому помогал. Однажды к нему за помощью пришел еврей, и он сказал: «Дайте ему денег, ему тяжело. Ему надо помочь». Его окружение удивилось: «Зачем ты даешь ему деньги? Он же еврей». А шейх ответил: «Это не мои деньги. Это деньги Бога. Перед Ним мы все равны».
Когда он строил мечети, он строил их не для мусульман. Он говорил: я построил мечеть для того, чтобы сюда пришли люди другой веры. Пришли и увидели величие ислама. Он объединял всех. Мечеть официально открыли в месяц Рамадан в 2007 году. Спустя 3 года после того, как шейх Зайд ибн Султан ан-Нахаян, основатель и первый президент Объединенных Арабских Эмиратов, оставил своих братьев на земле. Он похоронен рядом, по правую сторону от мечети. Над его могилой 24 часа в сутки читают Коран. Он продолжает жить в каждом из них. Главная идея шейха Зайда заключалась в том, чтобы каждое поколение делало все для того, чтобы уже их дети, их внуки жили еще лучше. Светлое будущее – это уверенное настоящее. Главное не стоять на месте, развиваться. Тогда наша страна будет великой, а люди, живущие в ней, будут радоваться. Правитель шейх Зайд, который сумел все интересы объединить и дать вот то направление, которое позволило этой стране быть самой конкурентной в мире. И хотя его, к сожалению, нет, вот скоро будет 100 лет, этому уважаемому человеку вот та идеология, те идеи, которые заложены в этой стране, они реализуются. Один из них сказал: «Сколько вы пробыли здесь?» Они сказали: «Мы пробыли день или часть дня». Они сказали: «Вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробыли». 2017 год. Абу-Даби. Верблюжьи бега. Призовой фонд $1 000 000. По местным меркам немного. Породистый бегун, полностью готовый к гонкам, может стоить гораздо больше. Чемпионов разводят в Аль-Айне, в специально созданном научно-исследовательском центре по пересадке эмбрионов. Призами за пьедестал, элитными внедорожниками и золотыми саблями здесь вообще мало кого удивишь. Бега – это в первую очередь престиж. Победа – триумф. У богатых свои причуды. Открытие нефти в Эмиратах имело большое значение. До этого отдельные его части походили больше не на мини-государства, а на рыбацкие деревни и бедуинские стойбища. Бедные семьи, а таких было подавляющее большинство, питались финиками и дешевыми лепешками из муки худшего качества. Импортный рис считался не пищей, а лекарством. Его берегли для больных людей. 1957 год. Абу-Даби. До того, как в местных песках найдут нефть, еще целый год. В будущей столице нет электричества. Пустыня от края до края. В редких и жалких оазисах пасутся козы. Редко можно даже встретить финиковую пальму. Иногда сюда заходят кочевники-бедуины со своими верблюдами. Редко. Верблюд в Эмиратах – основа основ. Залог экономического благополучия. Единственное транспортное средство и кормилец. Человек встретился с верблюдом здесь, в унылых песках, 6000 лет назад. Всем известно, только верблюд знает 100-е имя Аллаха. Аллах сотворил человека из глины, а из остатков – пальму и верблюда. С тех пор верблюд – залог жизни. Лошадь – предмет роскоши. Орел или сокол – дар свыше.
Лошадь, верблюд, орел – это наши глаза, нос и уши. Это наш способ выживания. Не было ничего. Только пески и солнце. Ни интернета, ни GPS-навигатора. Мы должны были знать свою пустыню, как свои 5 пальцев. Это знание давалось нам от предков. И мы всю жизнь увеличивали эти знания, копили их, чтобы потом передать нашим детям. Шейх дал нам другие знания, обладая которыми мы перестали выживать и начали просто жить и не бояться завтрашнего дня. Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Однако поминают назидания только обладающие разумом. Шейх Зайд ибн Султан ан-Нахаян родился в Аляйне. Это то, что известно достоверно. Когда? В каком году? В начале прошлого века бедуины не фиксировали рождение детей, то ли в мае, то ли в декабре. В 1916 или 18. Историки полагают, что, скорее всего, в 1918. Действительно, 100 лет назад. Его отец – шейх Султан ибн Зайд ибн Халифа аль-Нахаян. У его сына шейха Зайда 13 братьев. Он самый младший. Его назвали в честь деда, шейха Заеда бен Халифы аль-Нахаяна, известного как Зайд Великий. Дед правил Эмиратом с 1855 по 1909 год. 54 года. Шейх Зайд пробыл у власти не так долго, но величием деда превзошел. В самом начале своего пути он прекрасно понимал, что в одиночку он ничего не сможет делать. Надо увлечь людей своей правдой. Когда работают все вместе, и все вместе живут хорошо. Зачем всем быть одинаково бедными, когда можно быть всем одинаково богатыми? Почему рождаются гении? Это пока еще мы не знаем, в чем эта причина. Но такое бывает. И я думаю, что вот этот человек как раз принадлежит к числу тех очень немногих людей на земном шаре, которые вот могли бы сказать, что, знаете, вот все то, что я задумал, практически все, я реализовал. Школ не было. Зайд получил скудное начальное образование, в первую очередь базовые знания по исламу, научился читать и писать. Его настоящая школа началась в 8 лет, когда убили его отца, и Зайд ушел в пустыню, в полном смысле этого слова. Я думаю, что вот то, что он вот всегда был простым, скромным и никогда не стремился возвышаться над другими, а наоборот пытался понять другого человека. Вот эта бедуинская солидарность, может быть. Знаете, это было просто счастьем для этой страны. И поэтому эта страна добилась таких блестящих успехов в самых различных областях. Зайд бродил по пустыне с бедуинскими племенами. Он в полной мере познал их простую жизнь кочевников. Его научили выживать. Но он не был бы шейхом, если бы с детских лет не увлекался соколиной охотой. Бедуины увлечения поощряли. С едой было плохо. С рождения нам дается знание – понимать птиц. Птицы – это твои глаза, способные разглядеть все вокруг на несколько километров. Способ поймать что-то живое, зайца, например, это мясо, это еда, это силы, это жизнь. Свежее мясо в рационе шейха никто не отменял. Но соколиная охота была для Зайда не просто способом добычи еды. Это был процесс. Это был способ объединения людей ради единой цели.
Других способов, по сути, у шейха тогда и не было. Общение на охоте позволяет каждому члену экспедиции общаться свободно и выражать свои мысли и точки зрения без препятствий и сдержанности, что позволяет людям, наделенным ответственностью, услышать пожелания своего народа, знать их проблемы и воспринимать их взгляды без искажений, чтобы быть в состоянии помочь и улучшить их положение. Шейх Зайд. Каждое его решение, каждый его шаг приближал эту мечту. Эта мечта росла вместе с ним, и он хотел сделать все больше и больше. В 40-х годах на Аравийский полуостров прибыли поисковые группы британских геологов. Говорили, что здесь есть нефть. Нефть, черное золото, богатство, благополучие. Не для всех, конечно. Зайд их сопровождал. По воспоминаниям одного из тех британцев, будущий первый президент ОАЭ был крепко сложенным мужчиной лет 30 с коричневой бородой. У него было сильное умное лицо с прямым и наблюдательным взглядом. Его манеры были спокойными, но величественными. Шейх Зайд всегда смотрел на жителей Эмиратов как на своих детей. Он заботился об их учебе, о жилье. Он думал о их будущем. Он был терпим к приезжим, если они приезжали в Эмираты с добром. Он их принимал с открытым сердцем. В 1946 году шейх Зайд, губернатор восточного региона Эмирата Абу-Даби с центром в Аль-Айн. Этот регион был беднее побережья. Здесь часто случались эпидемии. Люди привыкли к смене власти. Люди не ждали от шейха ничего. Он дал им все. Если Аллах облагодетельствовал нас своими дарами, то первое, что мы должны сделать в угоду и благодарность Ему, направить богатство на преобразование страны и творение добра народу. Мы построим общество, обеспеченное жильем, питанием, медицинским обслуживанием и образованием. Шейх Зайд. Главной проблемой в Аль-Айне была вода. Молодой шейх лично курировал развитие системы орошения Фаладж, провел реформу системы распределения воды. Начинал он с города Аль-Айн. Он исправлял общество и помогал людям. Его мечтой было сделать так, чтобы каждый человек помогал друг другу, вместе работали и вместе пользовались плодами своего труда. С водой в Аль-Айн пришла жизнь. Шейх добился контроля над ее источниками под гарантией справедливого распределения. Через 10 лет город стал самым зеленым в Аравии, а жители начали богатеть на продаже сельхозпродукции. Там же шейх открыл первые школы. По воспоминаниям, жил он на редкость просто. Из предметов роскоши в его доме был разве что старый радиоприемник, из которого шейх узнавал о важнейших событиях в мире. Действительно, это был выдающийся человек и очень мудрый. Потому что вот это богатство многие же обращали неизвестно на что или на свои какие-то личные цели. А он уже прошел много испытаний. Жизнь его нелегкая была до независимости, но тем не менее вот он все использовал на благо своего народа. И по существу ведь он из пустыни сделал цветущие города. Это его заслуга, в первую очередь его заслуга. 2017 год. Все самое богатое, все самое большое. Самое высокое здание Бурдж-Халифа. Самый роскошный отель Бурдж-Аль-Араб. Самый большой торговый комплекс. Самый большой аквариум. Самый большой горнолыжный парк внутри здания. Да ладно бы парк.
Здесь строят город внутри города. Он будет в 2,5 раза больше Монако с собственным климат-контролем. Здесь будет мировая столица шопинга, практически в центре пустыни. Здесь все растет и строится на глазах. Линии метро с 42 станциями были построены всего за 18 месяцев. Это неудивительно. 20% всех работающих кранов мира находятся в Дубае. Уровень преступности 0%. Ее нет в принципе. Незачем. Стражи порядка не берут взяток. Зачем? Рядовые полицейские передвигаются на служебных Феррари, каждая в $500 000. Офицерам полиции положены Астон Мартины за $1 800 000 и Бугатти Вейроны по $2 миллиона. Здесь все счастливы. Притча о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притчей о зерне, из которого выросло 7 колосьев, и в каждом колосе по 100 зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. В 1952 году военные подразделения Саудовской Аравии захватили деревню Хамаса в оазисе Бурами. Место, по мнению саудитов, очень подходящее для разработки нефтяного месторождения. Шейх Зайд попытался решить дело миром. Его нежелание воевать расценили как слабость. Представители крупнейшей в Саудовской Аравии нефтяной компании «Арамко» предложили ему взятку в 30 миллионов фунтов. Немыслимые деньги, особенно по тем временам. Шейх отказался, а потом вернул оазис Бурами Эмиратам. Это была война не за кусок пустыни. Это была война за нефть. Это была война за будущее своей страны. Шейх Зайд заставил каждого поверить в то, во что верит он. Причем он не просто направлял нас, он был всегда впереди. Мы стремились за ним, тянулись к нему. Он был способен объединять, он был способен увлечь, он был по-настоящему сильным. Люди верили ему. Каждый из нас боялся его подвести. Старались сделать все и еще немножко больше. Он ставил задачу, и мы клали все силы на то, чтобы эту задачу решить. Потом другая задача, потом еще и еще. Каждый из нас был в ответе за другого. Мы были единым целым. Для этого и нужен командир. Для этого и нужен вождь. Нефть в Эмиратах нашли в середине прошлого века. Если быть точнее, в 1958 году. В 1963 году нефть начали экспортировать. Шейхи богатели. А народ жил как жил. Правящий шейх Шахбут не спешил тратить нефтяные деньги на развитие страны. Он предпочитал их накапливать. Шейх Зайд, между тем, набирал популярность не только в Эмиратах. Его начали узнавать в мире. Шейх сыграл большую роль в становлении того, что мы сегодня называем новой экономической системой. Он определял новую систему общечеловеческих ценностей, главной из которых была справедливость. Он был главным мерилом этих ценностей. Он был весами правосудия. Он был убежден, что несправедливость уничтожает общество и делает это общество и каждого, кто в нем живет, глубоко несчастным. Справедливость — это правда. Он все делал для того, чтобы правда победила. 7 августа 1966 года отряд оманских скаутов арестовал шейха Шахбута и отправил на самолете в Лондон.
шейх Заид был объявлен новым эмиром Абу-Даби. في نفس الوقت اللي Англичане заявили о том, что хотят уйти из региона. Эмираты оставались в одиночестве. Нужен был крепкий лидер, которому бы поверили, за которым бы пошли. Кто мог им быть? Шейх Заид был вне конкуренции. كانت بدايات. Шейх Заид выполнил данную матери клятву. Никакого насилия. Англичане ушли в 1968-м. Государства, находившиеся под их протекторатом, дождались независимости. Тогда же шейх Заид начал интенсивные переговоры с соседями о создании Федерации государств региона. Шейх Заид произвел на меня глубокое впечатление. Он мастерски строил беседу, вкладывая в нее и политические, и человеческие мотивы. Держался он очень непринужденно, по-доброму, не воздвигая между собой и собеседником искусственных препятствий. Рассуждения шейха Заида о международной и региональной роли ОАЕ и его собственном предназначении как главы государства были весьма содержательными, наполненными глубоким смыслом. Он, безусловно, сочетал в себе мудрость и простоту. 18 февраля 1968 года в пустынном высокогорье на границе между Дубаем и Абу-Даби шейх Заид и шейх Рашид бин Саид Аль-Мактум из Дубая договорились о создании федерации, пригласили правителей и других эмиратов присоединиться и обменялись рукопожатиями. Уже в 1971 году, после непростых переговоров с другими 6 правителями, были образованы Объединенные Арабские Эмираты. В этом же году Заид был назначен на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов. Потом его переизбирали еще 4 раза. Каждый стремился стать главным лидером или так далее. Но вот у него, понимаете, он самородок, конечно. Есть все-таки иногда наша земля рождает таких выдающихся личностей. Может быть, не всем удается реализоваться, потому что не открываются такие возможности. А ему была предоставлена эта возможность. И он сам реализовался и реализовал эту великую мечту этого небольшого, очень небольшого народа. Но он вывел его на одни из самых передовых позиций в современной истории. Абу-Даби, 2017 год. Город роскоши, зелени и шейхов. Почти 1,5 миллиона жителей. Сегодня Абу-Даби – великолепная столица, в котором нет ни одного дома возрастом старше государства, кроме ставшей музеем крепости семьи Нахаянов. Сегодня Абу-Даби – архипелаг из более чем 200 островов, густо расположенных вдоль береговой линии. В городе высажено 50 миллионов финиковых пальм. От обилия зеленых насаждений средняя температура в городе на 1,5 градуса ниже, чем в близлежащей пустыне. Башня Этихад на набережной. Самая высокая – 300 метров. В центре Абу-Даби находится шикарный отель Emirates Palace. 5 звезд ему явно мало, тут все 7. Позолота, мрамор, люстры из горного хрусталя. Здесь постояльцам подают кофе с золотом. Оно как пенка, находится в чашке сверху, и сначала съедают его, а потом запивают кофе. Здесь удивительно, нереально чисто. За этим тщательно следят. Заброшенный мусор на улицах города придется заплатить немалый штраф. Ну а если вам совсем не повезет, и вы собьете на шоссе верблюда, штраф от $10 000. Сегодня на долю Эмирата приходится 95% всех запасов нефти, добываемой в Эмиратах. Главный секрет шейха Заида, по моему глубокому убеждению, заключался в его способности объединить 7 Эмиратов в единое федеративное государство. Нефть в этом, разумеется, помогла, однако самым важным было умение
первого президента Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Абу-Даби, найти общий язык с главами 6 других эмиратов. Он мастерски сумел раскрыть для них, в чем состоит общий интерес. Сделано это было действительно с нуля, поскольку английские колонизаторы ничего, кроме территориальных споров, новому государству не оставили. Абу-Даби, 1966 год. Здесь живут 40 тысяч человек. Городом, тем более столицей, назвать сложно. Британский парламентарий, посетивший страну в 1966 году, вспоминал: «В это трудно поверить. Аэропорт состоит из одной асфальтированной дорожки. На острове нет ни дорог, ни мощенных улиц. Люди живут в тростниковых хижинах». Он был великодушным и мудрым. В Абу-Даби было много нефти, и шейх Зайд сказал, что богатствами нужно делиться. Они вам не принадлежат, потому что богатство – это от Бога. Он распределил эти деньги на все Эмираты, строил на эти деньги дороги, дома, школы. Уже через 3 года темпы развития Абу-Даби в 3 раза превышали те, что были зафиксированы в Кувейте, занимавшем тогда лидирующие экономические позиции в регионе. Пустыня отступала. Начиналась новая жизнь. Он был человек пустыни, он был бедуин, но вот эта его простота, вот эта его такая внутренняя личная скромность в этом случае явились залогом такого быстрого и внушающего действительно уважения прогресса, которое достигнуто это государство. Ведь по существу, с 1971 года прошло сколько лет? Понимаете, ерунда. Это, так сказать, для истории это вообще мгновение. А посмотрите, какие огромные результаты достигнуты. И если вы... А я же помню, когда там была одна улица еще в Абу-Даби, понимаете? И вот только был один этот маленький заливчик в Дубае, понимаете? Это все только начиналось. И это же, и после этого то, что стало, ну, это можно посмотреть, это кадры кинохроники. Это, как говорят у нас в одном южном городе, 2 большие разницы. Когда шейх Зайд задумывал сделать жизнь своей страны и своего народа лучше, его ничто не могло остановить. Он и не останавливался. Шейх очень любил зелень. Это жизнь в пустыне. Естественно, что он захотел превратить Абу-Даби в оазис. Он потратил миллионы на озеленение столицы. Он сам много изучал по этой теме, привлекал аграриев со всех концов страны. В результате получился город-сад. Для планирования новой столицы в Песках шейх Зайд пригласил японского инженера Кацухира Такахаши. В Абу-Даби не было посольства Японии. Шейха Зайда это не смутило. Он пригласил его через посольство в Кувейте. Мы, естественно, искали союзников. Мы всегда были открыты для сотрудничества. Мы помогали, и нам помогали. Эта взаимная связь между 2 дружественными сторонами была всегда. Шейх Зайд любил сотрудничество. Мы искали союзников не только в исламском мире. Шейх Зайд уважительно относился к каждому, кто готов общаться и переговариваться. Ведь вне зависимости от вероисповеданий все мы люди. Земля – наш дом. Нужно уметь и хотеть жить в мире. Японцы – нация сдержанная в эмоциях. Тем более любопытным кажутся сегодня воспоминания Кацухира Такахаши. Я позвонил в авиакомпанию Pan American Airlines, но они даже не представляли себе, где находится Абу-Даби. Они спросили, может, это какой-то новый город на Карибских островах? Мы встречались каждый день, делились видением нового Абу-Даби. Я мог свободно высказываться, когда наши мнения расходились. Даже один раз сказал шейху Зайду:
Ты нанял меня, так как у меня есть опыт и образование в этой сфере, а у тебя нет. Тебе стоит слушать меня». И это было во времена, когда советники говорили правителю только «Да, Ваше Величество, вы правы, Ваше Величество». Он рассмеялся и согласился со мной. Кацухира Такахаши. На нефти доллара шейх Зайд строил города, дороги, школы, больницы, порты и аэропорты. Он строил новую страну. Его народ его поддержал. Да и как могло быть по-другому? الشيخ زايد فتح المدارس. Бедные не могли отправить своего ребенка в школу учиться. Шейх давал им стипендию. Они учились бесплатно. Он помогал бедным семьям. Он хотел, чтобы они стали богатыми. Он выделял им земли и давал беспроцентные кредиты. Только работайте, и у вас все получится. الأسرة. Те, кто работал на земле, получали бесплатно участки, удобрения, саженцы, воду, суды на строительство и даже на содержание наемных работников. Они перестали быть бедными, и совсем не потому, что начали жить на вилле. Работали, была цель и вера в то, что их не обманут. Он сумел правильно распределить доходы государства от нефти. Рачительно использовал для создания административной, финансовой и экономической структуры нового государства. Он нашел правильную формулу, объединяющую в себе наращивание нефтяных доходов и разумную экономическую диверсификацию, прежде всего за счет создания банковского и торгового сектора. Этот выбор и сыграл главную роль в экономическом процветании Объединенных Арабских Эмиратов. СССР и ОАЭ установили дипломатические отношения 8 декабря 1971 года. В 1986 году было открыто советское посольство в Абу-Даби, а в 1987 году посольство ОАЭ в Москве. Отношения с Советским Союзом складывались, как бы сейчас сказали, ровные. Шейх был готов к более добрососедским отношениям. Тогда помешала идеология. Когда Советский Союз был, мы же религию не очень любили, поэтому, естественно, это был сдерживающим фактором. Когда новая Россия, тоже понадобилось некоторое время для того, чтобы налаживать нормальные отношения. Но я вас уверяю, что сегодня не только поток наших больших туристов является свидетельством того, что у нас очень неплохие отношения, я бы сказал, даже больше, хорошие отношения, а то, что они покупают у нас и военную технику, и дальше будет, я думаю, покупать. Но есть главное, мне кажется, что сейчас, особенно это мы видим вот со стороны этих новых лидеров Абу-Даби, а, простите, сейчас руководят, это его сыновья руководят, то есть они идут по стопам отца и четко следуют его заветам. И они будут и дальше улучшаться достаточно быстро, потому что все-таки не сразу, но они приходят к пониманию, что то, что делает Россия на Ближнем Востоке, это благо не только для России. В сентябре 2007 года состоялся первый в истории российско-эмиратских отношений официальный визит российского президента Владимира Путина в ОАЭ. Сегодня отношения развиваются по всем направлениям. Мы очень внимательно смотрим за теми процессами, которые происходят. У нас очень хорошие контакты с руководством этой страны. И мы перенимаем опыт. Мы очень многому учимся. Вот последний наш визит был связан с изучением продвижения халяльного образа жизни. То есть не только халяльный фуд, и медицина, и туризм, и все остальное. То есть эта страна, она всегда находит какие-то свои конкурентные преимущества. То есть она базируется не только на своих нефтяных возможностях, она диверсифицирует, она реализует самые современные решения, которые сегодня есть в мире. العلاقات تتطور
Отношения между Эмиратами и Россией, несомненно, улучшаются. К нам приезжал президент Татарстана, мы налаживаем экономические связи, у нас много общего. У нас много религий, есть даже буддисты. Мусульмане все равны, будь они сунниты или шииты. И в Эмиратах, и в Татарстане толерантно относятся ко всем религиям. Тех людей, которые бескорыстно расходуют из своего достатка, искренне желая, чтобы Всевышний был доволен ими, которые уверены в том, что делают, укрепляя тем самых самих себя, их можно сравнить с садом, расположенным на холме. Прошел проливной дождь, и урожай вышел двукратный. Если нет ливня, то моросящий дождь, и сад все равно обильно плодоносит. Сегодня в Эмиратах существует программа оседлости для бедуинов. Она предусматривает строительство в пустынях комфортабельных поселков, состоящих из современных вилл со всеми удобствами, похожих на средневековые арабские замки. В поселках есть все – детские сады, школы, больницы и торговые центры. Шейх Зайд всегда был среди людей. Он ездил повсюду, заходил в гости в дома простых людей. Он приезжал в школы, общался с учениками. Его волновало буквально все. Он посещал самые отдаленные уголки Эмиратов. Он был влюблен в общение со своим народом. С 70-х годов прошлого века ВВП на душу населения в Эмиратах вырос в 20 раз и вплотную приблизился к уровню развитых стран. Заработная плата в промышленности составляет более $8000 США в год. Средняя по стране – 2500. Любой гражданин Эмиратов имеет возможность обучаться в лучших университетах мира при условии, что потом он вернется работать на родину. Все граждане Эмиратов освобождены от налогов и оплачивают лишь незначительную часть коммунальных счетов. Самые крупные правительственные ведомства – Министерство образования и здравоохранения. Это уникальная страна. Нигде в мире нет Министерства толерантности, Министерства счастья, Министерства искусственного интеллекта. Это не просто дань моде. Это работа руководства страны, чтобы эта страна была самой комфортной, самой передовой в мире. В 1992 году был основан фонд Зайда с уставным капиталом в 3 миллиарда 671 миллион дирхамов. Из него было профинансировано множество проектов, среди которых строительство мечетей, культурных и научно-исследовательских центров, а также оказание помощи районам, пострадавшим от стихийных бедствий. В Министерстве экономики Эмиратов есть Исламский центр развития. Мы вот только что подписали соглашение о том, что они помогут нам в обучении специалистов. Потому что значит исламский банкинг? Нужны специалисты, конечно. Нужно узнать, как это все функционирует и так далее. И там много небольших, но секретов все-таки. Надо знать это хорошо. И я думаю, что это вот нам поможет. Шейх Зайд вкладывал огромные средства в развитие Абу-Даби. Еще большую помощь он оказывал исламским народам, проживающим на территории Азии и Африки. Его боготворили. С его именем связывали великое настоящее и светлое будущее. Шейх Зайд был скромен. Шейх Зайд никогда не считал успехи своей страны исключительно своей заслугой. Он действительно так не считал. Даже если был культ, но личность была. Понимаете, это личность выдающихся масштабов, я думаю, всемирного, вселенского масштаба. Небольшое государство Эмираты, поэтому особенно не говорят. А потом Запад всегда считает, что они выше гораздо, они не скрывают это.
На самом деле, вот сейчас мы видим процесс, когда лидерство-то переходит в другие руки уже, уходит от Запада. И оно идет в этих, уже проявляется в других районах мира. Вот в таких, как сейчас эти Эмираты. Шейх Зайд был либерал, особенно с точки зрения исламского мира. Он разрешал строить в Эмиратах церкви и храмы. Он способствовал появлению в стране свободы вероисповедания. При нем появилась частная пресса. В апреле 1997 года корреспондент «Нью-Йорк Таймс» спросила его, почему в Эмиратах нет избранного законодательного органа. Шейх Зайд ответил: «Почему мы должны отказываться от системы, которая удовлетворяет наш народ, чтобы внедрить систему, которая, как представляется, порождает инакомыслие и конфронтацию? Мы все в одной лодке, и капитан, и его команда. Наши двери открыты, и мы готовы выслушать любое мнение, и это хорошо известно всем нашим гражданам. Мы глубоко убеждены в том, что Аллах создал людей свободными и предписал каждому человеку свободу выбора. Никто не должен вести себя так, как будто он хозяин других людей». Шейх Зайд. Шейх Зайд мечтал о том, чтобы страна жила по его заветам. При нем Эмираты четко соблюдали принципы добрососедства, невмешательства в конфликтные ситуации, отказа от авантюрных внешнеполитических ходов. Благодаря его личному вкладу Совет сотрудничества 6 аравийских государств достиг пика согласия и партнерства. Первый лидер Эмиратов был за то, чтобы заботиться о собственной стране, ограждая ее от любых экспансионистских замашек. Таким Шейх Зайд хотел бы видеть созданное им федеративное государство и сегодня. За несколько часов до своей смерти президент страны Шейх Зайд своим указом реорганизовал кабинет министров. Впервые в истории стран Персидского залива женщина шейха Любна Аль-Касими была назначена руководителем Министерства экономики и планирования ОАЭ. Шейх Зайд был, как сегодня сказали бы, очень прогрессивным человеком. Он сделал эмиратскую женщину настоящей женщиной, уверенной в себе, любящей матерью, пользующейся всеми благами общества и всеобщим уважением. Ничего бы этого не было бы, если бы не Шейх Зайд. Шейх Зайд ушел из жизни 2 ноября 2004 года. Ему было 86 лет. Его дело продолжили его дети. Это огромная заслуга правителя, который заложил основы этого государства, воспитал поколение руководителей, которые продолжают его дело. И, конечно же, роль, значение этого уникального человека, оно еще до конца не раскрыто. Мы увидим, насколько этот человек был гениальным и заложил вот такие основы для этого государства. Шейх Зайд воспитал 19 сыновей и создал новую национальную общность – эмиратский народ. Шейх Зайд был богат. Его личное состояние оценивалось в $20 миллиардов США. Но это было ничто по сравнению с той любовью, которую ему дарили люди. Богатство ничего не стоит, если оно не служит людям, а государство во всех своих делах должно отдавать предпочтение заботе о человеке и обучению гражданина. Шейх Зайд. Пустыня. Бескрайняя, обжигающая, вечная. Говорят, что пустыни для того и существуют, чтобы люди радовались деревьям. Но деревья не вырастают сами по себе. Их нужно посадить, уберечь от солнца, вырастить, чтобы потом в оазисе зародилась счастливая жизнь. Шейх Зайд это понимал. Он это и сделал. Он стал легендой при жизни.
Казалось бы, чего проще? Ведь это очевидно. Когда наши потомки увидят пустыню, в которую мы превратили землю, какое оправдание они найдут для всех нас?